Первое правило Аргентины. Нет, русский и испанский. С выбором президента Милея. Теперь нужно за этот кредит расплачиваться. Он тебе разрабатывает. Всем привет, друзья! Вы на моем канале Никита Покрышкина, Акета бодибилдинге. Ну что, как видите, с приходом ребенка все изменилось. Ну, как минимум, теперь я бегаю не один. А это 8-я серия из Аргентины, в которой я расскажу, как инфляция в очередной раз повысила цены в Аргентине и как изменилась жизнь нашей семьи с ребенком. Приятного просмотра! Побежали! Всем привет! Закончили первую тренировку, пробежку первую с Костей Некрасовым, моим новым подопечным. Подписываемся, покупаем тренировки. Ой, видите, как спорт — это жизнь. Реклама пошла. Да, вместе сейчас тренируемся, вместе делаем кардио, следим за питанием. Кристиной и Добрыней идем погулять в экопарк. На самом деле живем здесь прям рядышком, на соседней улице, до сих пор в нем не были. Там свободный вход бесплатный. Какой же русский не любит быстрой езды? Побежали! В экопарк, кстати, не получилось попасть, нам просто как-то не везет. Он, видимо, еще не восстановился после урагана, который был недавно довольно сильный. Там еще видно разрушенные, сломанные деревья. Отсюда вот видно жирафа немного. Прикольно, что он у них бесплатный. И вообще, когда ты попадаешь в зоопарк в разных городах, то если ты платишь деньги, как мы сейчас это ощутили на себе, то ты как будто бы его оцениваешь. И, ну, лично я не был в круче зоопарке, чем в Калининграде. У нас в Калининграде реально очень крутой зоопарк, который еще был унаследован там от немцев. Ты с ним всегда сравниваешь, понимаешь, что везде не очень. Там в Санкт-Петербурге, в Далласе мы были. В Далласе довольно большой зоопарк, но он тоже так себе. Вот. А здесь, то, что это бесплатно, ты уже не оцениваешь как зоопарк. Ты понимаешь, что ты просто пришел прогуляться в какой-то парк, и вот в нем есть животные. И это настолько круто, прикольно, и хочется в нем гулять, смотреть на животных, и ты как-то даже по-другому наслаждаешься. Ну, пойдем потом в следующий день посмотрим и уже обо всем расскажу. The next day. Зоопарк Буэнос-Айреса был основан в 1875 году, является одним из старейших зоопарков мира и входит в число национальных исторических памятников Аргентины. 1901 год постройки, офигеть. Он находится в центре города на территории бывшего президентского дворца, который был адаптирован для животных. В 2016-м зоопарк перестроили в экопарк с целью охраны природы. И, по слухам, сюда помещены животные, которые не выживут в дикой природе. Снимаю прямой репортаж нападения капибара на работника зоопарка. Он ведет охоту за человеком, бежит напасть на него. Человек убегает, капибар бежит за человеком, почти догоняет. И вот, когда он почти подкрался и хотел напрыгнуть, человек успел скрыться в вольере. Чудесное спасение человека. А вы оставайтесь на связи, чтобы следить за остросюжетными репортажами. Что такое экопарк? Во-первых, он бесплатный. И это заметно по количеству людей в выходной день. А финансируют его государство и коммерческие организации. Во-вторых, помимо зоопарка, он включает в себя ботанический сад и историческую архитектуру. Кстати, как будто бы больше индийскую. Тут практически нет клеток и вольеров. Животные отгорожены естественными преградами вроде водоемов и рвов. Почти нет. Почти. Но, видимо, далеко не все. Ну а безобидные животные вообще разгуливают среди посетителей. Вот это, например, Марра, аргентинский или патагонский лжезаяц. Он обитает только в Патагонии. Это, кстати, живописный район в Аргентине, в котором мы тоже как-нибудь побываем. И они тут вроде местных котов. Вальяжно греются на солнце и едят с рук. А вот павлин разгуливает прямо среди посетителей. Такого экопарка. Пока я его снимал, он даже заехал мне своим хвостом. Поэтому, можно сказать, это еще и контактный зоопарк. Вообще тут живет более 2000 животных 350 различных видов.
Мы многих не увидели, так как некоторые секции попросту закрыты. Вот это, например, крайне редкий вид медведя, встречающийся только в Эквадоре. Ладно, шучу. Вот он. Еще тут есть жирафы, слоны, бизоны и верблюды. И несколько диких кошек, которых вы, правда, тоже вряд ли увидите. А вот от размера этих гиппопотамов мы прямо офигели. Один на вид размером с трактор. Даже бизоны так не впечатлили. Еще, видимо, кому-то что-то упало на ногу, потому что в парке ор стоял дикий. Если вы подумали, что это я ору, нет, орал не я, это какое-то существо. Здесь очень разнообразная флора и фауна, поэтому как просто место для прогулки в центре города, это прям 5 баллов. Кто-то ищет оправдания, а кто-то возможности. Сегодня не было возможности погулять с утра, ну, если честно, не было желания. Да, я такой же человек, как и вы, мне не всегда хочется бегать с утра или бежать в спортзал. Вот, но вечером появилось время, и почему бы нет, все равно надо выходить с Эльма погулять. Заодно взял Добрыню, сделал небольшую такую кардио-пробежечку. Где-то пробежался, где-то прошелся быстрым шагом вокруг парка, и все отлично. Окно активности закрыто, как говорится, калории отработаны. Вот, надо начинать по чуть-чуть, с малого. Не пытайтесь изменить свою жизнь, резко сев на диету и пойдя в тренажерный зал, тренируюсь каждый день. Буквально хватит для начала какой-то пробежки легкой или даже пройтись шагом вокруг парка, вокруг дома, с собакой быстрым шагом и перестать есть всякую дрянь, скажем, хотя бы после 6 вечера, да, на ночь, а потом уже и убрать всякую херню вообще в течение дня. Далее рассмотрим несколько моментов в нашей сегодняшней лекции. Люди часто спрашивают, откуда мы, тренера, берем мотивацию. На самом деле все очень просто, так как я даю мотивацию своим подопечным, да, клиентам и обычным людям в роликах, когда выкладываю какие-то сторисы, там, с тренировок и так далее, люди мотивируются от меня, я точно так же мотивируюсь от клиентов, от моих подопечных и от других людей. Сразу пример, у меня буквально на днях появился новый подопечный, он решил начать меняться, не дожидаясь Нового года и не дожидаясь рождения ребенка. Мы сели на диету, начали тренировки, он уже скинул несколько килограммов, и буквально через несколько дней у него родился ребенок, а еще через несколько недель было Новый год. И он все это время держит диету и очень круто прогрессирует. И вот такие люди, которые способны что-то делать, мотивируют меня. Когда я смотрю на вас всех, кто что-то делает, я думаю, камон, если они могут, я что, хуже? И тоже начинаю что-то делать. Поэтому вы получаете мотивацию от меня, а я от вас. Круг замкнулся. В Аргентине не продается, как у нас в обычных магазинах. Ну, нет такого большого выбора косметики, шампуней. Я прошла 6 магазинов, и ни в одном из них не нашла лак для волос. Но у них есть специализированные магазины косметики, где все можно купить. Вот я наконец такой нашла, Las Margaritas, там все есть, типа наша подружка. Мы думаем, что это связано, что нигде нет лака для волос, с тем, что они борются за озоновый слой. Мне как будто бы какое-то желание все разграничивать. Если рыба, то пескадрия, если мясо, то карнерия, если косметика, то отдельный магазин, если, короче, Хлебный панадерия. Хлебный панадерия. Вот, нет такого, что все вместе, где можно в одном месте все купить. Вот, например, если букс, то просто букс. Либрерия. Лабрерия. Все, что вам надо знать об испанском. Во, альмасен. Ну, на русском это так и звучит. Мясной магазин, рыбный магазин, фруктовый магазин. Ну ладно, все в итоге одинаково. Пришли мы к выводу, что везде, во всех странах, все везде одинаково. Как вам такая архитектура вместе? Сверху зал, внизу гамбургеры. Нашли новый магазин Спортпида, потому что наш почему-то закрылся, видимо, в Палермо. Ну и вообще посмотрим, что с ценами после новых поправок президента Милея, что везде цены вскочили очень сильно. И вроде бы на протеин тоже довольно сильно. Сейчас посмотрим, какие вообще цены. Ну тут мой любимый претренд, в принципе, по составу очень крутой. Раньше я его брал за 10 тысяч песо, это 1000 рублей за 30 порций. Сейчас он стоит уже 30 тысяч песо, то есть
3000 рублей за 30 порций, но здесь идет 10% скидка на оплату кэшем, но тем не менее все равно вырос он в 3 раза дороже стал. Кстати, есть американские протеины, BSN фирма вот есть, здесь даже вот есть Nutrex, Muscle Tech есть, то есть в принципе в Аргентине есть Америка, но она стоит еще в 2-3 раза дороже, чем аргентинские фирмы. И вот мой любимый протеин, который я брал, аргентинский. Протеин я этот брал за 8000 песо за килограмм, то есть 800 рублей. Сейчас он уже стоит 18 тысяч песо здесь, это 1800 рублей за килограмм, то есть довольно дорого, хотя это самый дешевый аргентинский протеин. И в других магазинах я посмотрел, он стоит уже по 30 тысяч песо, то есть 3000 рублей за килограмм. Это вообще жесть, при том, что это просто аргентинская, самая дешевая здесь фирма. То есть я молчу про всякие уже BSN и Muscle Tech. То есть, конечно, сейчас экономика очень сильно так пострадала. И с выбором президента Милея, с его новыми поправками, цены просто взлетели, при том, что мы не намного лучше сейчас обменный курс и меняем деньги не сильно лучше. Вообще до новых поправок был курс официальный доллара к песо 350 давали за $1 песо. Сейчас дают 800, то есть это официальное государство установило курс доллара по 800. При том, что черный рынок сильно не поднялся, мы меняли по 920 за доллар песо, сейчас 960, чуть-чуть разница. Короче, это вообще жесть просто, как взлетели цены, при том, что курс сильно обменный не поменялся. Добрыня сегодня день рождения, угадайте, куда мы пришли. Ладно, шутка, мы здесь есть не будем опять, но возьмем тортики вкусненькие, чтобы отпраздновать день рождения Добрыни, без сахара, как всегда. Оля. Нас узнали. Открылась сразу на тебе. Олимпия, свои. Свои здесь. На кето. Все на кето. Бодибилдеры тоже на кето. Даже те, которые выступают на Олимпии. Ладно, на самом деле, естественно, немногие, но кое-кто есть. Пародия счастливой семьи. С днем рождения тебя! Все вместе, Добрыня! Раз, два! Блин, надо хотя бы трусы, что ли, одеть. Вот, рыгнул, прям на новый халат, ну. Добрыня, ты что насрал? Как бы вот, друзья, были викингами, носили кольчугу, теперь вот. Времена меняются. Если хотите себя ощутить в роли Шварценеггера, то вот один из способов: родите ребенка, купите слинг. И вот, собственно, будете прямо как в фильме «Джуниор». Арнольд Шварценеггер был беременным и носил ребенка. Вторая попытка? Да. Держим кулачки, пальчики. Смотрим. Так, ну пол мужской. Ура! И здесь написано, что это второй экземпляр. Вот тоже, да, блин? И фотка новая, которая похуже, чем та. Да, там была прикольная. Цена ошибки. Это гранд-паспорт Добрыня. Паспорта. Красивый. Правда, задняя. Красота такая. Весь континент нарисован, выделена Аргентина. Зачем они весь не намекают на то, что никогда не присвоят все? Мы ее просто закрасим. Готово? Маскулино! Это мальчик! Ура! Что, собрались в зал? Добрыня сказала, хочу поесть. Надо подкрепиться. Перед тренировкой. Смотрите, кто у нас в зал пришел тренироваться. Первая совместная семейная тренировка. Че, никаких оправданий? Только хардкор.
6 недель после родов, 6 недель всего лишь, и человек уже тренируется. Вот так вот, никаких оправданий. Надел слинг, взял коляску, пошел бегать в парк, без разницы. Любые возможности надо использовать. Тренируйтесь, это вам в любом случае поможет. Но на самом деле не всем бывает так легко начать тренироваться. И некоторым мамочкам, которые только родили, даже бывает тяжело выйти из дома. В организме происходит много физических и гормональных изменений. Поэтому иногда просто даже тяжело выйти из дома, не говоря уж о том, чтобы тренироваться или держать какое-то правильное питание. Но в этот момент важна поддержка и забота ваших близких, мужа, ну и помощь грамотного специалиста. Поэтому, если вы тоже чувствуете в себе силы, чтобы начать тренировки, но не знаете, с чего начать и как начать соблюдать правильное питание, то напишите мне в комментарии под этим видео предложение «Хочу начать тренироваться» или напишите мне в Instagram директ, и мы начнем совместную работу. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway, and in the driveway. Одно из самых ярких впечатлений, которое я получил, когда только приехал в Америку, это первый день в Нью-Йорке. Мы поселились прямо напротив Центрального парка и утром, естественно, встали и пошли в него погулять, посмотреть местные красоты, так скажем. И как только я вошел, сразу первая картина, которую я увидел, это как одна женщина бежала с коляской, то есть она была одета в беговую форму, бежала и держала коляску перед собой. И для меня это вообще просто был такой шок, что женщина бегает с утра с коляской. Вот так вот прям как я бежит, представляете? Ну, это жесть. Это просто для нас жесть, а для них обычно рядовая ситуация, да? Вот, поэтому каждый может совершенствоваться, следить за собой в любых условиях. И у некоторых условия, поверьте, гораздо хуже, чем у вас. И они что-то делают. Сейчас немножко расскажу, как все изменилось в плане цен в магазинах. И если честно, это просто жесть. Мы уже не понимаем, как жить. Некоторые шутят и говорят, что до этого все здесь жили как бы в кредит, да, русские, которые приезжали. То есть теперь нужно за этот кредит расплачиваться, потому что цены подорожали в 2-3 раза, на некоторые продукты в 5 раз цены даже подорожали. Сейчас покажу, что почем. Сыр, да, вот бри возьмем. 87 тысяч за килограмм, это песо, это значит 8700 рублей за килограмм, 8700 рублей за килограмм, еще раз, да, 125 грамм стоит 1000 рублей, вы скажете, да, это какой-то вот такой хороший, крутой сыр. Ну вот возьмем сыр с плесенью, которым я хвастался в ролике недавно, он стоил 400 рублей за килограмм, сейчас стоит 2000 рублей за килограмм. 20 тысяч песо за килограмм, стоил 4000 песо. Обычный сыр, прямо вот здесь берем, смотрим, что-то вроде пармезана, 23 тысячи песо за килограмм, 2300 за килограмм, тогда как такой сыр стоил раньше в районе 500 рублей за килограмм. Сейчас покажу, что с колбасами. Покажем на примере колбаски, которую мы брали в прошлом ролике про кето-корзину. Посмотрите «Кето-жизнь в Буэнос-Айресе» ролик, очень интересный. Мы там собираем кето-корзину в магазине, показываем цены, которые были, и что полезного вообще можно набрать в магазине, скажем так, и бюджетно, и в принципе относительно цены качества самое нормальное. Вот такую мы колбаску брали. Там она стоила 1000 рублей за килограмм. Смотрим. 31 тысяча песо, то есть 3000 рублей за килограмм. Это получается в 3 раза цена подорожала вот на эту колбаску. Можете перейти в прошлый ролик, посмотреть. На мясо цена сильно не выросла, но все-таки раньше вот такой ростбиф можно было найти по 3000 песо за килограмм. Рублей 300 за килограмм получается сейчас. Это 6400, то есть 640 рублей за килограмм. Но при этом чаще всего на говядину встречается уже цена от 10 до 15 тысяч песо за килограмм. Это получается 1000-1500 рублей. И это, на секундочку, говяжья страна. Но если честно признаться, я давно не видел вот таких вот цен по 600-700 рублей за килограмм на многие виды мяса. То есть все-таки что-то нормализуется. Первое правило Аргентины: если хочешь что-то взять, бери сразу, потому что это будет обязательно дороже. А пока скидки на мясо, надо затариваться. Поэтому мы возьмем сразу вот такой вот кусочек, ну и как бы к нашей мясной корзине. Вот, смотрите, куриное филе вообще отдельная тема, потому что здесь вот оно сейчас по 520 рублей за килограмм.
что, в общем-то, уже вроде бы близко к российским ценам, но на самом деле это сейчас какая-то скидка. Часто можно встретить в магазине куриное филе по 1200 рублей за килограмм, что как бы даже дороже говядины в России. Еще недавно мы здесь стояли, записывали цены про яйца, и многие тогда в комментариях написали, что не переживай, цены на яйца в России тоже очень сильно растут, но это вы не переживайте, потому что здесь они растут еще больше. Вот такие вот упаковка 30 штук стоила тогда, по-моему, 200-300 рублей, и сейчас она стоит уже 750 рублей, то есть за 10 штук 250 рублей, и при этом это такие, знаете, яйца C1, C2, то есть даже не C1, они довольно маленькие. Да, естественно, мы нашли, где брать дешевле в фермерских магазинах, но там сейчас обычная цена за 30 штук примерно 550 рублей, что как бы в итоге все равно даже дороже, чем в России. Вот это молоко стоило 400 песо, 40 рублей, сейчас 1700 песо, это 170 рублей. Масло стоило 600 песо, 60 рублей, сейчас 2600 песо, то есть 260 рублей за 200 грамм. Наш любимый йогурт, единственный с нормальным составом, без сахара, стоил 600 песо, и сейчас 2300 песо за 300 грамм. На самом деле все эти изменения, пока негативные для нас, направлены на стабилизацию экономики в стране, и президент Аргентины Хавьер Милей обещал, что Аргентина пройдет 2 этапа, и вначале будет довольно тяжело, но впоследствии экономика и цены восстановятся, и Аргентина заживет более счастливой и стабильной жизнью, скажем так, экономической. Ну, не знаю, посмотрим, будем ждать. Пока как-то так. Сейчас к нам подошел работник магазина и сказал, что у нас очень спокойный ребенок. Удивительно, что он не плачет. Это уже второй человек за сегодня, потому что в зале к нам тоже подошел парень и сказал, что как удивительно, что ребенок не плачет. И все время тренировки они ни разу от него не услышали ни единого звука. Это все нутрициология. Вчера тренировались в тренажерном зале. А сегодня что? Приехали на гольф. В гольф играем. Жалко только одно, что Сельму нельзя везде с собой возить. Блин, да, мы бы ее таскали тоже. Вообще, это одно из самых главных разочарований у нас, что это максимально собачья страна, у всех практически есть собаки, но с собаками никуда нельзя. То есть у нас был целый ритуал вечерний, когда мы брали Сельму и шли в магазин за покупками, куда-то в магазины, в кафе заходили, в рестораны ее с собой брали, даже в какие-то такие рестораны высокой кухни. А здесь просто с собаками нельзя зайти даже в какой-то киоск на углу просто, знаете, такой, где китайцы сидят, продают продукты. Только на руки. А 20 килограмм уже, наверное, сколько она весит, не поднимешь. Ну да. София, да? Да, София. Соня, София, как хотите. Что мне надо спросить? Как давно в Аргентине? Встретились с нашим инструктором по гольфу Софией. Как ты давно в Аргентине? Привет. Я тут родилась, я аргентинка. Аргентинка? Да, у меня вся семья из Сочи, поэтому я умею разговаривать по-русски. То есть родители сюда переехали, ты здесь родилась, они здесь живут, ты тоже всю твою жизнь. Да. И ты преподаешь гольф, с детства этим занимаешься, наверное, да? Именно, да, с 6 В этом лет. гольф-клубе. Собственно, вот если хотите, приезжайте в гольф-клуб. Это Драйвинг Норте. Равенот. Рядом здесь аэропорт местный, внутренний, находится недалеко от Палермо и Риколетты, Бельграна, собственно. Один урок сколько стоит? 15. Пока 15 тысяч 15. песо. Просто у нас инфляция, да, тут в Аргентине. Так что, Так что цены могут, в принципе, да, могут меняться. изменяться. Поэтому на 2 языках, английский, Нет, русский и испанский. русский и испанский. Welcome, приходите поиграть. Любой вид спорта полезен. Я практикую не только тренажерный зал, но также и другие виды спорта, что советую делать вам. Гольф – это очень хороший вид спорта для спины. Он разбивает именно вот эти мышцы на пояснице, потому что если когда ты с компьютером, ты всегда вот так Напряжение, да, скрюченный, скрученное. Он тебе разрабатывает вот эти мышцы, когда ты будешь потом ходить и делать твои вот эти дела, у тебя вообще ничего не будет болеть, потому что ты крутишься, все ко мне приходят и думают, что это вообще, это гольф, это для старичков, сейчас все будет просто, но нет, тут очень много всего. Мы ни разу не Никогда, играли. никогда вообще. М-м-м. А, видели по телеку, что-то такое? Ну да, естественно. Да. Вообще один из моих любимых фильмов это с Адамом О, Сэндлером, да, 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 где да. они играют. Вам нравится? Это, наверное, у всех такой гольф, представление, вот, Адам короче. Сэндлер. А на самом деле все не так, наверное, там вообще, да? Да, вообще. В Россию ездишь? В России я была только 2 раза, когда мне было 3 годика, и в 2019 году. А там что-то есть в России? Да, у меня там вся семья. Тут у меня только родители, папа с мамой. Нравится Россия?
Мне нравится. Да. Как бы я была немного в местах. Я была в Сочи, все то, что Сочи, Краснодар, Красная Поляна, там А Москва, Питер? Адлер. В Москве мне было 3 годика, я вообще ну не ничего помнишь. не помню. В Адлере я никогда не была. Все говорят, что это самое красивое место. Не Адлер, а как Питер. Питер. Мы из Питера. Испания была моей первой страной, куда меня родители свозили. И у меня вот любовь к Латинской Америке, как бы с детства я испанский учила. И поэтому здесь классно. Мне нравится, это для меня все. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Ay, me alegra mucho. Но я говорю, во-первых, такой более классический испанский, поэтому здесь в Аргентине мне очень сложно. Ше у них же вот этого нету, ше Да. в испанском, а здесь это везде ше. Ну не только, как бы другие особенности, да, сложные. Sitting at the same old workplace. What's the point of С Костей тренируемся в тренажерном зале, и вот решили вместе с семьями выбраться поиграть в гольф. Ну, вот какая разница? Ну, вот какая разница? Информация. Всегда надо смотреть на мяч. Я думал на жену. На меня так учат. What's the point of this chase? To just bite our old tail. Ничего не видел, никто. Не, он улетел. У меня все заснято. Wishing that something would change. That we could turn back the page and live like a... До свидания. Это в эфире телепередача «Мамкины истории». Так, теперь замах. Это спортивные травмы. Сумка его поддерживает, чтобы голова не падала. Давай, бьем. Попробуем еще. Я не стану осуждать твои предпочтения. Это твои фантазии. like a Неплохо. favorite dance. So a love so free in a world of our fantasies. Flying on dragons through sky high cities. Мяч, подлец ты этакий, почему ты не идешь домой? Вот твой дом. Тебе что, собственный дом не нравится? Ну, отвечай. These are childhood dreams. It's how we used to be. When we were kings and queens in our childhood dreams. Oh, 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 oh. Кость, ну как вы? Нормально? Зато смотрите, с видом на залив едете. Да во всем плюсы видно, да? Мораль всей басни какова? На самом деле мы очень, так скажем, удивляемся тем родителям, которые жалуются, на своих детей, да, сейчас такая детская у нас больше будет тематика смещаться, так как, собственно, у нас ребенок появился, и мы очень много встречаем или слышим от родителей жалобы, что там ребенок какой-то там капризный, плохо спит ночью, там плохо кушает, или там страдает лишним весом, когда уже дети постарше, да. Как детям быть здоровыми, если они не получают этого примера от вас, от родителей? Вот главный-то вопрос, да? Если мама всю беременность ела, простите меня за выражение, фигню всякую, да, мягко так скажем, и ребенок не насыщался, не получал то, что нужно для развития его организма, да, получал только всякую жесть, а потом, когда она родила с молоком матери, опять же, из-за плохого питания матери, ребенок получал всякую фигню с молоком, а потом то же самое, он растет и смотрит, как родители там, да, с пивом сидят на диване или там, не знаю, банально даже не занимаются никаким видом спорта, у меня нет времени, у меня голова болит, у меня ребенок маленький и так далее.
и потом жалуются на то, что у них ребенок нездоровый, фу-фу, да, что у них там плохо спит и так далее, что мучается там от коликов в животе. Да, всякие бывают моменты. Конечно, бывает и у спортсменов там какие-то проблемы. Но в целом, посмотрите на себя прежде всего. Сейчас будет ветер жесткий, ничего не буду слушать. Посмотрите прежде всего на себя, начните изменять этот мир с себя, и ваш ребенок тоже будет меняться в лучшую сторону. Ну, а потом и все вокруг, как говорится. Ну-ка, давай, Фило, под это самое. Подзакрути мысль. Да я не могу, я поменяла все сначала. Давай, меняй. Заново меняй. Всем привет, друзья! Вы на моем канале Никита Покрышкина. Ну что, да, нация здоровая. Все, Лок сказал, здоровая нация. Так и закончим. Итог. Здоровые родители, здоровые дети. To just bite our own tail. Wishing, wishing, wishing that something would change, that we could turn back the page and live like our favorite fairy tales. So a love so free in a world of our fantasies, flying on dragons through the sky.